Сяо Янь уже обладает 4 видами небесного пламени. Его лотос уничтожения 4 цветов ужасающе мощный. Слияние 4 типов небесного пламени дает немыслимую силу уничтожения. Эти 4 вида небесного пламени – пламя сине-зеленого лотоса, пламя падшего сердца, 3000 звезд и леденящее пламя учителя. На данный момент Сяо Янь – их владелец. Следующим будет 5-е небесное пламя – это пламя морского сердца, первоначальный владелец которого Хань Фэн. Сейчас оно в распоряжении старика Мугу. А каким же будет 6-е небесное пламя? 6-й вид огня называется пламя лотоса очищения или очищающее пламя золотого лотоса. Это огонь, который Сяо Янь на позднем этапе хочет заполучить больше всего, потому что оно занимает 3-е место в рейтинге небесного пламени. Именно из-за его силы Сяо Янь нацелился на него и искал фрагменты карты. Это пламя обладает интеллектом и может развиваться как человек. Оно имеет 3-й ранг в списке пламени небес. Кроме того, оно самое таинственное из всех известных. И хотя оно занимает 3-е место в рейтинге, оно нисколько не уступает пожирающему пламени, которое занимает 2-е место. Это пламя имеет способность очищать все. Любой объект, который погрузится в него, будет очищен чрезвычайно пугающей силой. Как же Сяо Янь его получит? Все началось с фрагмента древней карты, которая открыла местоположение очень мощного пламени. Самым сложным было заполучить 4-ю часть карты. Сяо Янь и Яо Лао обнаружили ее на пространственной торговой ярмарке. Яо Лао был очень опытен и осторожен, чтобы не упустить шанс. Вместе с Сяо Янем он захватил последний недостающий фрагмент карты у 3 старых монстров из фракции Облачного Дождя. Это крайне злая и презренная фракция, которая давным-давно была изгнана из центральных равнин. И вот 3 из этой фракции имели фрагмент карты. Как Яо Лао и Сяо Янь могли упустить возможность проучить этих злодеев и при этом забрать такое сокровище? Они, естественно, сразу же узнали почтенного Яо Ченя. Они втроем объединились и атаковали вместе. Пространство вокруг Яо Лао сразу же исказилось. Затем он начал сражаться с 2 братьями, выпуская наружу поразительную энергию. Сяо Янь также сформировал множество сложных ручных печатей, воплощая печать клана. Его аура резко возросла с почтенного воина 8 звезд до 3-го этапа высшего почтенного воина. Его противником был почтенный воин полных 6 этапов, поэтому у Сяо Яня не оставалось выбора, кроме как вести себя бдительно по отношению к своему противнику, которого можно было посчитать сильнейшим из его оппонентов до текущего времени. К слову, в это же время с Сяо Янем были Сяо Исянь и Цай Линь, тоже на уровне почтенных воинов. Чтобы защитить их, Сяо Янь использовал сильнейшую атаку. Противник резко повернул голову и увидел 5 сгустков пламени, повисших перед молодым парнем в черных одеждах. 4 вида небесного пламени? Сяо Янь заметил, как выражение этого врага резко изменилось. Холодная ухмылка вспыхнула на его лице. Он впервые собирался воспользоваться пламенем преобразования жизни после поглощения ледяного пламени. 4 вида небесного пламени и 1 псевдонебесное пламя. Пламенный лотос ярости Будды из 5 элементов, которым Сяо Янь ранее еще никогда не пользовался. Это настоящее сражение за 4-й фрагмент карты очищающего пламени лотоса. Объединение 4,5 типов небесного пламени поразило всех. Это был сильнейший лотос Сяо Яня на данном этапе. Пламенный лотос состоял из 5 цветов с постоянно вырывающимися вспышками пламени. От него излучалась поразительная сила уничтожения. Даже рука Сяо Яня онемела перед такой силой. Подобную мощь могли высвобождать лишь техники доу-ци среднего уровня тянь. Взрыв! Сказав одно простое слово, 5-цветный пламенный лотос сразу взорвался. Вся атмосфера затряслась в этот момент. Все горы в радиусе десятков километров загремели, раскалываясь на обломки. В мгновение ока целый горный хребет превратился в пустыню, а осколки камней летели в разные стороны под воздействием силовой волны. Пламенный лотос 5 цветов нет. Его стоит описать как пламенный лотос ярости Будды, состоящий из 4,5 видов небесного пламени, поразительная разрушительная мощь. При прямом попадании в радиусе взрыва даже эксперт на пике уровня почтенного воина отправляется в небытие. Сяо Янь вытер холодный пот со лба. Он впервые высвобождал пламенный лотос из 5 видов пламени. Его мощь превзошла даже его ожидания.
Конечно же, истощение оказалось соответствующим, он ощущал пустоту в своем теле, но эффект стоил того. Убийство почтенного воина 9 звезд 6-го этапа с одного удара. Вот какова мощь пламенного лотоса, слитого из 4 видов небесного пламени и псевдонебесного пламени. Остальных же противников одолел Яо Чень и заполучил тот самый фрагмент карты. Сяо Янь громко вздохнул с облегчением. Он дрожащими руками взял последний заключительный фрагмент, который он искал около десятилетия. Небеса и правда не оставляют тех, кто прикладывает усилия. Наконец ему удалось собрать все фрагменты. «Очищающее пламя лотоса, ты точно станешь моим?» Волнение вспыхнуло в глазах Сяо Яня. Что же будет, когда фрагменты карты соберутся вместе? Сяо Яню было очень любопытно. Активировав пространственное кольцо, несколько фрагментов древней карты вылетели из него и повисли в воздухе. Сяо Янь вновь заволновался, пока смотрел на фрагменты карты. От предвкушения он потер ладони друг от друга, затем стал осторожно соединять их вместе линия к линии. Сяо Янь не спешил, но с течением времени перед ним оказалась полная и завершенная карта. Он горящим взглядом смотрел на нее, но вскоре слегка изумился. Полная карта в самом деле раскрывала определенную местность, но сами очертания выглядели очень обычными. На ней не было изображено настоящей цели или пути. На первый взгляд она выглядела как обычная картинка. Сяо Янь даже забеспокоился. Карта, ради получения которой он потратил столько усилий, не содержала никакой полезной информации. Но Яо Лао велел не кипятиться, карта очень старая. Невозможно, чтобы это было обманом. В ней точно кроется тайна. Он попробовал оживить карту кровью, но ничего не произошло. Раз она бесполезна, какой смысл оставлять ее? В гневе Сяо Янь явил сгусток пламени, а затем направил его на древнюю карту. Но карта, к всеобщему удивлению, не горела. Яо Лао велел увеличить силу пламени. Его пламя явилось результатом слияния 4 видов небесного пламени. Оно способно расплавить почву и высушить океаны, но не способно сжечь старую карту. Тут определенно что-то не так. Сяо Янь тоже удивился, и вот благодаря сжиганию ее небесным пламенем наконец начали проявляться линии. В определенный момент карта задрожала, а полосы на карте вырвались в воздух, приобретая очертания древних символов. В небе словно прозвучало пророчество. В миг, когда 2 луны озарят небосвод, 9 планет выстроятся в ряд, появится поток, пожирающий все живое, и на землю вновь снизойдет демоническое пламя. Яо Лао объяснил, что подобное явление, когда 2 луны сходятся и 9 звезд становятся в ряд, происходит лишь раз в 1000 лет. Тогда по всему миру происходит особая энергетическая волна, предвещающая появление невероятно могущественного природного феномена – очищающего пламени лотоса. Это пламя не может быть подчинено обычным практикам. Даже Яо Лао признался, что не сможет справиться с ним. Попытка подчинения без должной силы приведет к сокрушительному поражению. Однако, по его расчетам, с последнего подобного события прошло 997 лет, а значит, до следующего феномена остается всего 3 года. Это известие потрясло Сяо Яня. 3 года. Не так уж много времени, чтобы достичь нужной силы. Ему предстоит за этот срок достичь уровня святого, иначе у него не будет даже шанса попытаться завладеть пламенем. Когда он посмотрел на карту, произошло нечто неожиданное. В момент соприкосновения с древним артефактом изображение лотоса на поверхности пришло в движение. Оно закрутилось, преобразовалось в поток темного света и устремилось прямо в лоб Сяо Яню, словно само обладало разумом. Древняя карта была настолько таинственной, что никто не мог предположить, благие или же негативные у нее намерения. Итак, Сяо Янь получает отпечаток души святого очищающего лотоса, который сыграет решающую роль в получении самого пламени очищения. Это хозяин — единственный обладатель очищающего пламени лотоса. Святой лотос очищения был крайне известным экспертом 10 тысяч лет назад. В древних книгах о нем говорится, что он являлся экспертом наиболее близким к достижению стадии Бога. Так что в лоб Сяо Яню проник остаток души или отпечаток святого. Ведь эту древнюю карту наверняка оставил после себя именно он. Сяо Яню оставалось лишь надеяться, что странный свет, проникший в его лоб, не причинит ему вреда.
Теперь нужно сосредоточиться на том, как достичь уровня святого за оставшиеся 3 года. Яо Лао сказал, что если бы встретился с пламенем очищения, то сам бы стал его слугой, полностью подчиненным разуму пламени существом. Сяо Янь прекрасно знал, что означает стать слугой небесного пламени. Это возможно лишь при контакте с самыми могущественными его формами, входящими в тройку сильнейших. Текущий уровень Сяо Яня, почтенный воин 8 звезд, был еще далек от необходимого. И если он не достигнет нужной силы, то Яо Лао попросту не позволит ему столкнуться с очищающим пламенем, считая это самоубийством. И теперь возникает самый главный вопрос: как Сяо Янь станет святым за такой короткий срок? Ведь без уровня святого Даошен просто невозможно подчинить пламя лотоса очищения. Нужно будет рассмотреть это в отдельном видео, как считаете? Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!